У нас сегодня тема такая интересная. Как подготовиться к расставанию, к разлуке? Честно говоря, никак. Как нельзя подготовиться к смерти или болезни. Это такая серьезная проблема. Подготовиться надо как бы не к расставанию, а наверное, к зависимости, к страданию, к тому, что обычно сопровождает расставание. Смотрите, какая история. Когда вы самодостаточный, здоровый, психологически успешный человек, с высокой самооценкой, любите себя, в общем, самодостаточный, то ваше отношение с другим человеком – это то, что просто украшает вашу жизнь. Вы можете жить и без него тоже. Но большинство людей, к сожалению, не обладает такими сверхчеловеческими качествами. Они, к сожалению, имеют, как правило, низкую самооценку и совсем даже не самодостаточны, особенно женщины. И очень многие вообще зациклены на отношениях. То есть отношения для них – это вообще смысл жизни. Семья, не семья, любимый, любовник, что-нибудь хотя бы. И тогда происходит следующее. Люди цепляются за людей, потому что им страшно оставаться одним, они не переносят одиночество. Им очень тяжело. И для них расставание – это очень болезненная история. Это абсолютно такая, я бы сказал, наркоманская история, что они раньше имели рядом человека, где их невроз, так сказать, пышным цветом расцветал, а теперь человек как бы ушел. Кстати, здоровые люди говорят, мы расстались, невротики говорят, меня бросили, почувствуйте разницу. И начинается страдание, потому что как бы сердце опустошено, а замены нету, я один, я одна, меня никто не любит, я никому не нужен, ну и так далее. Вот это расставание, ну как к нему можно подготовиться? Ну никак к нему нельзя подготовиться, кроме вот каких вещей. Вы должны готовиться не к расставанию, а к жизни вообще. То есть вы можете что сделать? Вы можете стать самодостаточным человеком, вы можете стать независимым человеком. Конечно, если вы расстанетесь, вы будете горевать. То есть, какое-то время, естественно, вы живые люди, у вас есть эмоции, вы можете поплакать, вы можете попереживать, но так же не бывает. Кроме внезапной смерти, люди просто так при хороших отношениях не расстаются. Ваш муж не может найти себе другую женщину. Ваша жена не может вам изменить и уйти от вас просто на ровном месте. Видимо, многие люди не понимают, что их отношения, они уже находятся в стадии расставания. Им кажется, что все хорошо, но на самом деле все нехорошо. Они уже начали расставаться. И только когда это доходит, так сказать, до края, когда человек физически уже уходит от вас, вы понимаете, что что-то случилось. Вот для того, чтобы этого не происходило, надо хотя бы понимать себя, свои желания, понимать своего партнера, понимать, что между вами происходит, чтобы это никогда не было неожиданностью. Потому что часто люди не понимают, вдруг для них это, как говорится, гром среди ясного неба, они к этому не готовы. Дальше начинается тоже неприятная история. Там какая-нибудь зарыданная, зареванная, заплаканная женщина подруге говорит, слушай, да забывай ты этого козла, давай я тебя с таким парнем познакомлю. Что она делает дальше? Она пытается всех мужчин сравнивать со своим бывшим. Это просто пустая трата времени, ей не нравится никто по одной причине. Никто из них не похож на ее бывшего, который, как она выражается, ее бросил. Поэтому она только усугубляет свое чувство одиночества и ощущение, что такой любви она никогда больше не встретит. Я, конечно, ближе к концу программы расскажу один маленький секрет, как сделать так, чтобы не было так больно за бессмысленно и мучительно прожитые годы. Но пока поговорим, ответим на вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас зовут? Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Татьяна. Ваш вопрос? Вопрос такой. Я рассталась с молодым человеком, все ему объяснила. Это было. То есть вы его как бы да, я его бортанули? Кинули? Можно и так сказать. Ну? Вот. Все объяснил, почему, да как, из-за чего и так далее. Расскажите мне в 2 словах, почему и из-за чего? 4 года встречались, мне захотелось семью. Угу. Через примерно 3 года мне уже точно хотелось от него детей, семью. Он дал понять, что он не готов. Плюс ко всему он явно, это было доказано не раз, позволял себе секс с другими женщинами. В общем, меня это все достало, и я решила все это закончить. Вот. Так что он продолжает мне звонить каждый день, говорить, что он хочет мне там чем-то быть полезным, помочь. Я говорю, мне ничего не надо, спасибо, все в порядке, у меня отлично.
как мне перестать... Короче, я парюсь, что вот он названивает. Вот. Мне это не нужно все. Вы ему скажете, что вот, он вас достал. Вот что достал, не говорила еще. То есть, а знаете грубо. почему? Почему? Потому что вы, ну, как сказать, внутренне чуть-чуть находитесь с ним в отношениях. Все-таки, наверное, есть какой-то элемент обиды. Все-таки вы же любили, раз вы хотели с ним семью, Да. и хотели детей, и вам было еще обиднее, что вам изменяло, вы это терпели. Да. И вот это вот еще остаток. То есть, говоря по-русски, когда вы будете готовы к расставанию, он это поймет и звонить больше не будет. Он звонит, потому что в вашей реакции есть какая-то доля надежды. Он так это считывает, во всяком случае. Ну, он, наверное, да, он, наверное, что-то чувствует. Вы меня понимаете, да? То есть вам надо Да. не с ним договориться, а с собой сначала, что это действительно конец. После этого, я думаю, звонки прекратятся, потому что когда человеку все равно, его ничем не зацепишь. А чтобы с собой договориться, нужно обращаться к специалисту или можно просто жить и... Нет, вы можете жить жить, и специалисту нужно обращаться, если вы сами не можете решить проблему. Так-то зачем зря? Ну, понятно. Ну, тут дело-то 2 месяцев, поэтому я пока... Я думаю, быстро это отпустит вас. Тем более, если вы сами делаете первый шаг, то это обычно гораздо проще дальше. Спасибо вам большое. Да, Спасибо. пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. 6 лет я нахожусь в плохих отношениях с девушкой. Иван нам пишет. Нормально, 6 лет, Ваня. Как это так? Мы были женаты, но почти сразу развелись. Сейчас мы снова вместе, я хочу уйти, но не могу. Всякий раз, когда я пытаюсь, она встает у двери и рыдает. Мне становится ее жалко, и мы продолжаем наши отношения. Как мне избавиться от жалости, уйти и не сожалеть? Спасибо, Иван, 26 лет. Рассказывай, Иван. Вы должны сказать себе и вашей девушке, что вы бы достойны того, что вас любили. Так как в этой истории никто никого не любит, у вас тоже не должно быть иллюзий. То, что девушка так рыдает, не потому, что она вас так любит и жить без вас не может, потому что она вот как раз то, что я сказал, не очень самодостаточна и боится остаться одна. И вы должны себе сказать, что вы достойны жить с человеком, которого вы любите. И вы должны сказать девушке, что она достойна того, чтобы ее тоже кто-то любил. Это, так сказать, прямо перпендикулярно вашей совершенно бессмысленной жалости. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. Михаил, добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Антон, я из города Казани. У меня такой вопрос. Вы сказали, что к расставанию невозможно подготовиться, но я не знаю, по теме меня вообще какой вопрос будет или нет. А возможно ли как-то подготовиться к расставанию, если, допустим, один из партнеров собирается на какой-то промежуток времени, период времени уехать в другой город, там, по работе, по учебе, Я понял. Хороший вопрос. Я вам на него отвечу. Смотрите, какая история. Я это даже помню на собственной шкуре. Когда ты знаешь, что человек у тебя есть, это совершенно другое отношение. Если он даже на 5 лет, а не на 10, это, конечно, тяжело все переносится. Обычно это места не столь отдаленные, на такие сроки люди расстаются. Но, тем не менее, когда вы знаете, что он есть, вы вообще так сильно не переживаете. Переживать вы начинаете тогда, когда вы понимаете, что его нет и больше никогда не будет. Вот это ощущение пустоты бывает в той ситуации, когда на этом уже все. А до тех пор, пока в какой-либо форме в армии человек служит, я не знаю, в тюрьме сидит, командировка у него, это все как бы переносимо за счет того, что это вопрос времени, вы вместе, просто сейчас временно вы не вместе. А здесь история, что вы же вообще не вместе, и вообще нет никакого «мы». Есть только вы и один. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Мы с мужем живем вместе 6 лет. У нас есть ребенок, но последний, наверное, год я понимаю, что какие-то отношения не очень складываются, причем с его стороны. Меньше интересуется там мной, моими делами и так далее. Ребенка очень любит, и вроде бы вот со стороны все хорошо, но я чувствую, что он сильно охладел. И еще были несколько раз такие прецеденты, как какие-то переписки с другими женщинами, еще что-то. А сейчас я поняла, что он, в принципе, меня обманывает, говорит, что он в одном месте, сам находится в другом. Я его в измене, не ловила вот конкретно, но такое ощущение складывается, что у него во вранье ловила? Что? А во вранье вы его ловили?
во вранье я его ловила. Я ему напрямую задала вопрос. У тебя есть другая женщина? Если есть, уходи и не трать мое время. И вообще, как бы, зачем это Слушайте, все почему никто не спрашивает, у тебя есть другой мужчина? Чего все так про женщину спрашивают? Ну, Ну, вроде нет сомнений в ориентации. И вы же сказали, что охладел. Ну-ну. Ну да. Но он говорит, что нет, я тебе не изменяю, все в порядке. Я был там, ну, отмазывается, где он был, не особо правдоподобно, но вот я чувствую, что как бы момент назрел, нужно что-то решать. Вопрос такой: можно ли избежать расставания в таком случае, или есть ли какой-то выход из этой ситуации, можно ли как бы отремонтировать, починить отношения, которые вот... Хороший вопрос, спасибо, давайте поговорим об этом. Ну, во-первых, вы сейчас спрашиваете то, о чем я сказал в самом начале программы. Я сказал следующее, что многие люди, когда уже все плохо, они этого не понимают, и для них это расставание вдруг как гром среди ясного неба. Вы же понимаете про себя, что при таком отношении, если ваш муж вдруг заявит, что он уйдет, это не будет неожиданностью, правда? Ну, с его стороны отношения какое-то, да, не совсем хорошее. То есть это не то, что у вас такой шок, что вы так жили хорошо и вдруг, да? Вы уже сейчас понимаете, что мы не очень хорошо живем, и все это уже не вдруг, правильно? Но он не очень хорошо живем, это выражается только тем, что были какие-то несколько переписок и какие-то обманы с его стороны. Подождите, стоп. Подождите. Как вас зовут? Меня Анна зовут. Анна, вы же только что мне сказали, что он к вам охладел, причем здесь переписки. Ну, да, но это как бы я вот копаюсь в отношениях в наших и Подождите, понимаю, Анна, давайте я вам помогу. Вы в браке 6 лет, да? Да. 6 лет назад он по-другому к вам относился? Да. То есть это не ваша фантазия женские, это не ПМС, это реально то, что вы помните, как было по-другому? Да. А зачем вы начинаете сразу колебаться? Ну, не знаю, может, я не права, может, все не так, вот только переписки. Вы же чувствуете это, да, что отношения хуже? Да. Или вы не уверены в этом? Ну, я не уверена. А давайте в этом. попроще. Вы, например, в сексе, его меньше стало секса? Нет. Хорошо. Там, может, цветы дарил, перестал дарить. Подарки делал, перестал делать. Что-то говорить вам приятно. Говорить, да, перестал. Перестал говорить, что меня любит. Ага. Ну, например, да? Да. Вы имеете же право на свои чувства, неважно, может, вы даже ошибаетесь, вы все на них имеете право. Это же ваше чувство. Да. Вы можете сказать ему, согласно моему 3-му правилу, как мужа зовут? Его зовут Константин. Константин, мне не нравится твое отношение ко мне, мне не нравится то, что ты переписываешь, мне не нравится, что ты врешь. Но это еще не все. Теперь у меня к вам вопрос. Вы можете мысль продолжить, Константин, и сказать, что будет, если это продолжится. А вы сами знаете, что будет, если это продолжится? Ну, это приведет в тупик, но вот сейчас у меня подозрение, что... Анечка, мы не играем с вами в шахматы. Какой тупик? Вот я вам задал конкретный вопрос. Это к чему конкретному приведет, кроме слова «тупик», если это продолжится? Ваши действия какие будут? Если продолжить такое отношение с его стороны... Еще раз, весь наборчик. Я вам освежаю салатик. Он стал хуже относиться, он переписывается с другими женщинами и обманывает вас. Я ничего не перепутал? Нет. Если это продолжится, то вы что будете делать? Разведусь. Все, конец рассказа. Теперь, вы... Да, пожалуйста, что то, что он не признается в измене и говорит, что все хорошо, он не говорит, что любит. Ну, как бы вот такое у него... А какая вам разница? Вы же, извиняюсь, не следователь в прокуратуре работаете. Вам что, его надо за руку поймать? Вы всего-навсего ориентируетесь только на свои чувства, правда? Правда. Или вы им не доверяете? Не доверяю, потому что я вроде бы доверяю его словам, что все хорошо, и он хочет остаться в семье, но он аргументирует это в первую очередь тем, что я вот хочу жить там с ребенком, растить, ну, как бы ты меня тоже устраиваешь как жена. То есть такие аргументы, они, конечно, как говорит Чапаев, Василий Иванович обедает, и ты, Петя, посиди, посмотри. Понятно. Что я, Ванечка, хочу сказать? Это целая, как сказать, система, что ли. Это целая психология другая. Там нет таких вещей.
Вы, когда человек в себе уверенный, вы ориентируетесь на свои собственные чувства. Понимаете меня, да? Да. Независимо от того, что происходит на самом деле, вы чувствуете, что ваши отношения стали хуже. А дальше все упирается в уверенность. Когда вы в себе уверены, вы говорите, ну да, я имею право так чувствовать. А когда вы не уверены, вы говорите, ну не знаю, может он прав, может я что-то вообще непонятно, что хочу, может он и не хуже ко мне относится, может я просто дурака валяю, может я жиру бешусь уже. Понимаете, что у вас начинается? Это только неуверенность и больше ничего. Так вот, когда женщина говорит такие вещи, и мужчина, и любой человек, то дальше, согласно третьему же моему правилу из 6, у вас есть два сценария. Если ситуация не меняется, у вас есть два сценария следующие. Или вам уже все нравится, или до свидания. Самое главное, никогда не надо говорить два раза одно и то же. Константин же не глухой, я так понимаю, правильно? Не глухой. То есть он вас услышал первый раз, правильно? Услышал, но вот сейчас назревает еще разговор, то есть я должна ему поставить условия, при которых мы остаемся вместе, а если эти условия не соблюдаются... Аня, вы должны не ему условия ставить, а вы должны с собой разобраться. Я вам советую еще другим путем пойти. Найдите себе психолога и тренируйте свою уверенность психологом. Потому что дело не в Константине, дело в вашем отношении к жизни. Вам все это не нравится, все это вас напрягает, это все неприятно, а вы будете разговаривать. О чем? Это же не ваш ребенок, чтобы ему что-то объяснять, он в курсе. Вы просто будете тупо жаловаться, я правильно вас понимаю? Ну, просите, искать выход, изменить какое-то отношение. А вы же мы говорили уже об этом. Я правильно? Говорила. Ну, Да. А сейчас по второму разу пойдете? То есть все-таки он тормозит, до него не доходит, да, с первого раза? Вы поэтому второй раз решили поговорить? Да. Вы работаете в начальной школе, вы таким образом закрепляете таблицу умножения у детей, да? Нет, не в начальной А зачем школе. тогда вам это нужно? Второй раз говорить одно и то же. Жалко столько лет, которые мы прожили вместе, и ребенок, и вроде бы вот внешне все хорошо, никогда в жизни никто Тогда, не Анечка, сказал. принимайте как есть, тогда все, нормально, совет да любовь. Давайте мы пока с вами закончим, потому что у нас еще очень много желающих пообщаться. Друзья мои, давайте сделаем из этого разговора хоть какой-то вменяемый вывод. Вы сейчас прослушали Анну, которая олицетворяет собой, я не знаю, 90% российских женщин, которые все вроде бы как бы, они не то что понимают, я думаю, она тоже все понимает, они как бы чувствуют. Но они не могут согласиться со своими собственными чувствами. Они как бы не доверяют сами себе, своим ощущениям, своим эмоциям. И тогда им нужно какие-то конкретные доказательства. Мужчины, понимая, с кем они живут, ведут себя правильно, доказательств нету. Поэтому, если Анна, не дай бог, скажет, разведемся, он скажет, слушай, сумасшедшая какая-то, я дома ночую, сексом с женой занимаюсь, ребенка люблю, жена меня вообще не раздражает. А то, что я вообще переписываюсь, это вообще не криминал никакой. Вот что ей не живется, это она разрушила нашу семью. Кажется, следующий, пожалуйста. Я по своей методике психологически не пытаюсь заняться прямыми отношениями между мужем и женой. Это дорога в никуда. Я пытаюсь помочь человеку разобраться только со своей головой. И когда голова встает на место, решение приходит без всякого меня и без всякого другого психолога. Что я вам и желаю. А женщинам я хочу сказать следующее. Дорогие женщины, вы должны начать доверять своим чувствам. Это вопрос не то, что вы какая-то вся противоречивая и внезапная, как сказала героиня Лены Кореневой в фильме «Покровские ворота», а вы уверенный в себе человек, который точно знает, что чувствует, и может четко отличить хорошее отношение мужа от плохого. А здесь какая-то такая каша в голове, так все мутно, все непонятно, вроде придраться не к чему, но с другой стороны я чувствую, что-то уже не то, вот он не говорит, что он меня любит, вы же не можете развестись из-за того, что он не говорит, что он вас любит. Это странно. Поэтому вам надо формировать уверенность. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. У меня вопрос такой. Как подготовиться к расставанию, когда сама виновата? То есть не партнер, а ты сама. А это принципиальный вопрос? Но расскажите хотя бы, о чем речь, чтобы я понимал, что вы спрашиваете. Речь о том, что у меня есть принципиальная позиция по отношению к тому, что свекровь не должна вмешиваться в жизнь. Так. И что ребенок от первого брака тоже не должен ставить условия, что или ты расстаешься там
с женой, и ни детей у тебя не будет, и остаюсь у тебя только я. А сколько лет малышу-то? 13 будет. Понятно. Самый тяжелый такой период. А вы-то в чем виноваты тогда? Ответьте мне. Я вот виновата в том, что я делаю замечания, что мама лезет не в свое дело, что маме там с собой нужно заняться, ребенок тоже не может такие ультиматумы ставить. Ну, то есть фактически я, по словам мужа, пытаюсь их из его жизни выжить, и, как он сказал, поставить себя выше них. Ну, давайте по порядку. Может быть, удастся предотвратить катастрофу. А свекровь живет с вами? Нет, она живет далеко не с нами, но постоянно в курсе всего и может просто заявиться в 7 утра. То есть вы можете... Нет, вы можете, не трогая мужа, позвонить свекрови и сказать: я вас, мама, люблю как родную, но когда вы захотите приехать, вы сначала позвоните и спросите, удобно мне и когда мне удобно. Вы сможете это сделать без вашего мужа? Я это делала напрямую, даже не по телефону. Она говорит, что я еду к себе домой. И это ее дом? Нет, это как бы она считает, что где живет ее сын, там ее дом автоматически. Как она говорит, у нас пуповина не разрезана, поэтому муж и ночь. У него уже вместо жены мама как бы есть, да, у вашего мужа? Да, фактически. Понятно. Да. То есть это проблема. Да, вы сказали мужу, муж отказывается эту проблему решать. Я правильно понял? Да, Теперь... он считает, что... Окей. То есть вот как бы солидарен с мамой. Да. Окей. Ну, как бы это достаточно для того, чтобы до конца все-таки добить историю. Теперь про ребенка. Ребенок живет с вами? Нет. Он живет со своей момент, мамой. когда он ушел от матери к нам, но Так. ушел со словами, потому что вот у тебя будут новые дети, а у мамы детей быть новых уже не может. И ты меня предал тем, что ты хочешь новую семью. Понятно. И к вам это какое имеет отношение? Это разборки с папой, да? Дело в том, что он отцу сказал, что якобы я ему сказала, что он здесь не нужен и не люб, что теперь здесь я. Ну, естественно, такого не было, но муж почему-то поверил ребенку. И дальше какое это возымело действие, какие были последствия этой веры? Был скандал, и муж сказал, что фактически из-за меня ребенок ушел. Я говорю, ну хорошо, давай тогда расставаться и живи своей старой жизнью, парься из-за ребенка, живи с мамой, прекрасно. Нет, вот я тебя люблю, я все-таки хочу семью. Но еще один такой прецедент, я думаю, что, конечно... Нет, не еще один такой прецедент. Муж сначала должен разрулить ситуацию. Вы не должны второй раз ему говорить, потому что, как и в случае с Анной, которую вы, наверное, слышали до вас, да? Мужья не глухонемые и не тупые, они все поняли. Поэтому он в курсе. И теперь, если он хочет сохранить семью, нет для этого возможности. Мама приезжает только по звонку. Ребенок извиняется за вранье. И дальше все живут душа в душе. Или так, или тогда, видимо, вам придется донести дело до конца, да? Да, дело в том, что когда с ребенком попытались поговорить на тему того, кто прав, кто нет, он сказал, ты мне не нужен, оставь меня в покое, больше мне не звони и не приезжай ко мне. Это он папе сказал? Да, это он сказал папе вот на Новый год. То есть там тоже непростые отношения у папы? Да, папа у нас теперь в депрессии, со мной, соответственно, не разговаривает и все валит на меня. А зачем он хочет сохранить эту сволочь, которая, в принципе, довела его до депрессии, хочет спросить? Я про вас. Вот, да, вот такая вот сволочь. Я говорю, хорошо, давай я уступлю свободное место, вакантно будет. Ради бога, страдайте вместе, я хочу жить нормальной, здоровой жизнью. И тут он говорит, нет. Давай страдать вместе, как он говорит. Ну, значит, я все-таки... Ну, с сыном ладно, пусть разбирается, а с мамой он должен разобраться до того, как вы примете решение. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Ну, посыл такой, что ты не сделаешь никогда и толику того, что для меня делала мама. Вот смотрите, как... Меня... Да. Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Можете никогда, записать слова. Да. И что дальше? Слушайте, во-первых, да, ну это такая инфантильная история. Вы скажете, что я не мама. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что муж, если хочет, как я понимаю, сохранить семью, ему надо все-таки сначала довести до конца, ну, хотя бы с мамой, с сыном он потом разберется, а с папой прямо сейчас. Он должен сделать так, чтобы мама не приезжала без спроса. Притом спрашивать она может как у вас, так и у него. Вы скажете, мама, у нас теперь как бы мы все втроем пуповиной связаны, поэтому не будем развязывать пупок. Звони, что мне, что жене, это одно и то же. Или так, или тогда вам придется, видимо, довести дело до конца. У меня все. Добрый вечер, Михаил. Странная ситуация. Встречались с мужчиной пару недель, все было прекрасно, и вдруг он перестал мне писать и звонить. Я сама тоже никаких шагов не сделала, ни разу не звонила и не написала ему.
Прошло уже 10 дней нашего молчания. Как вы считаете, стоит ли сделать шаг и поговорить с ним, или оставить все как есть? Очень переживаю, думая о нем, но продолжаю молчать. Спасибо вам, с уважением, Алиса. Алиса, вы это можете сделать просто для того, чтобы успокоиться. Был такой знаменитый анекдот, когда сидит ночью мама с дочкой, и дочь говорит: мама, я так волнуюсь, 2 часа ночи, а мужа дома нету. А мама говорит: доча, ну что ж ты самое тяжелое, это самое страшное думаешь? А вдруг просто машина переехала? Поэтому вы хотите успокоиться, позвоните и спросите, что молчит. Но если ответ вам не понравится, я думаю, это конец рассказа. Михаил, добрый вечер. Я еще не расстался, но постоянно думаю об этом. Строю в голове разные причины, представляю, как все это будет, хотя внешне все благополучно. Как избавиться от этих мыслей? Пишет Марк. Марк, я вам отвечу словами Шекспира. Мысль, сказал Шекспир, делает нас трусами. То есть вы не делаете, все время об этом думаете. И это, к сожалению, заставляет вас, так сказать, испытывать какие-то навязчивые мысли и состояния. Вы или уже не расставайтесь, или уже расстаньтесь. Михаил, как не чувствовать себя после расставания обиженной? Олеся из города Пензы. Дело в том, что само по себе расставание не влечет за собой обиду. Когда человек вообще себя чувствует обиженным по жизни, то расставание – это одно из тех проявлений, где он себя может почувствовать обиженным. И так у невротика часто жизнь складывается, что он входит с такими людьми в такие отношения, что дальше до этой обиды все происходит. Вот мы послушаем несколько историй. Представьте себе, что все эти женщины, они не доверяют сами себе, они не уверены, что они правы, они очень хотят сохранить семью, у многих есть дети, они не хотят рушить семью, потому что крошкам нужен отец и бла-бла-бла. И вот какой-то прекрасный, на самом деле неприятный день, оказывается, что муж решил с вами развестись. Вы рыдаете, как так? У нас же так все прекрасно было, мы 20 лет жили в браке. Да и не жили вы прекрасно в браке 20 лет. Он с вами еще с 3 женщинами жил в этом же браке, как и с вами. И вы это все понимали, все это знали, все это чувствовали. Но из-за того, что все страшно не уверены, вы всем это от себя отгоняли, чтобы потом вдруг сказать: ну так не такое предательство. Нож в спину. А на самом деле нет. На самом деле вы это знали каждый день, что все к тому идет. Вот это вот способность жить как хочется, не терпеть то, что тебе неприятно, и говорить то, что ты хочешь сказать, оно абсолютно избавляет от этих проблем. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Меня зовут Юлия. Юлия, я весь одно большое левое ухо. У меня микрофон с левой стороны. Слушаю вас. Я хотела рассказать, что у меня вот в жизни было 2 расставания. Всего? Сколько вам лет? Мне 30... Ой, господи, сколько у меня лет? 29. Я к этому возрасту уже не помню, сколько раз расстался. Но... Ну, 2 серьезных таких вы только 2 расставания раза, господи, говорите. 2 раза, да, 2 раза, оба по моей инициативе. И я хочу сказать, что оба раза, ну, это того стоило, в том плане, что, допустим, первый раз у меня был муж, у меня была эмиграция за границей, жила в Америке, и уезжала, в общем-то, решение было принято очень быстро, буквально там вечером я решила, и утром уже вылетела обратно. Улетела там без денег, без образования, то есть не понимаю вообще, как и что дальше будет, но тем не менее это того стоило. Сейчас у меня прекрасная работа, и благодаря вот таким расставаниям это всегда был повод, ну, стать лучше. То есть я пыталась там заниматься самообразованием, я там занималась спортом, то есть была позиция такая: чем хуже дела, тем лучше надо выглядеть и больше действовать. Так. То есть это такой же стимул, знаете, как вот когда на пике влюбленности ты вот там позитивные эмоции, ты там, у тебя полно энергии, ты пытаешься там заниматься там чем-то, то есть это такая волна, когда надо постараться ее поймать, чтобы вот работать над собой. Точно так же и в негативе, не циклиться на своих там негативных ощущениях, там, мыслях, и потом, ну, это, знаете, как сожалеть, если ты принял решение, смысл уже возвращаться, там, заново анализировать. Самое сложное, это вот для меня было, это именно вот принять вот это решение, такая точка невозврата, после которой уже, ну, уже легче становится. А если не секрет, в чем была причина кидания американского мужа? Ой, не секрет. Слава. Вышла замуж в 19 лет, маменькин сынок. Вот. Поехали Выяснилось дальше. только там, поэтому как бы вот так. Так, дальше.
Вот. А последнее расставание вот буквально было подарок, я себе сделала к Новому году вот этому. Молодой человек, 2 года были отношения, безумно ревнивый. Причем у меня вот, удивление было, что я в этих отношениях на так долго зависла, вот видя вот эту всю ревность, которая достаточно быстро проявилась. Но здесь была какая-то такая вот физиология, такая, может быть, сексуальная какая-то зависимость, привязанность к человеку. Вот. Но, тем не менее, было расставание, бесконечные меня там преследования. И я поняла, что я, наверное, сама не справляюсь, то есть все способы были испробованы, и я обратилась к психологу, чтобы понять, как же так вот человеку сказать «нет», чтобы он понял. Мне казалось, я достаточно прямо и четко это объясняю. Вот. И вот здесь мне потребовалась помощь все-таки психолога, чтобы понять, что где-то все-таки я его держу, я ему даю какую-то такую ниточку надежды. И все, после этого когда пришло понимание того, что это все-таки я себя обманываю, где-то я ему даю такую надежду на возвращение, поупрашивай меня еще, вот, то все само собой решилось, и сейчас я этому очень рада. Вот. Но в обоих случаях вы же бросали мужчин, правильно я понимаю? Да. Хочешь сказать, так же дурак может. Да, так было, что вас бросали? Легко оставлять. То есть, вы знаете, когда есть негатив в плане кто-то кому-то изменяет, или, допустим, какое-то предательство, тогда достаточно, мне кажется, проще, хоть это и больнее, возможно, в моменте, но проще оставить человека. А когда, в принципе, никаких негативных не происходит... Я вам скажу, не так все. Знаете, почему вам было просто? Вы никого из них не любите. Поэтому вам совершенно все равно было, если честно. Вот если вы кого-то любили и оставляли, это уже была другая история. А была история, когда вас оставляли? Да, была одна история, когда меня оставил мужчина. У меня были отношения с женатым мужчиной. Продлились недолго, 3 месяца. И он пришел и сказал мне о том, что это его сильно затягивает, давай останемся друзьями. Я согласилась. Через 2 месяца он опять появился у меня на пороге и сказал, что ушел из семьи. Вот, давай, семья, дети, свадьба, все хорошо, но все, поезд ушел. Так опять вы его кинули? Да почему же я кинула? Меня вы сказали, поезд ушел. Вы же сказали, поезд ушел. Это уже когда он вернулся второй раз. Хорошо, такие игры я не понял, играю. я шучу. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Аля. Аля, боюсь спросить, сколько вам лет? Сколько? 29. Рассказывайте. Кто вас обидел? В общем, никто не обидел, слава богу, у меня все хорошо. Сама кого я обижу. Да, я что-то сама запуталась. У меня так случилось, что я влюбилась в женатого. Не дай бог. Это вот для меня такая табуированная тема всегда была, а тут все так само сложилось. Так. И как только он, конечно, долго за мной ухаживал, я делала вид, что ничего не происходит. И когда он сказал, что, мол, все, вот я тебя люблю, так. Я сказала, да, я тебя тоже очень сильно люблю. Так. Когда перестанешь быть женатым, пожалуйста, приходи, я тебя здесь жду. Я вас обожаю. Ну? И все, и я ушла. Так. И с тех пор у меня покоя нет, у меня мысли вообще просто в сердце в голове, я не знаю, у меня покоя нет, я так переживаю, так нервничаю, при том, что я отлично знаю, что он продолжает меня любить, продолжает вожделеть, продолжает это все. Кстати, секса у нас даже не было, потому что я сказала, что я жената, не сплю. Как это сняла решительно, пиджак наброшенный, казаться гордою, хватило сил. Я уважаю как минимум, и обожаю. Молодец, в чем вопрос? Вопрос. Аля. Господи, в чем? Да, я здесь. Вопрос, как мне наконец-то себя успокоить? Никак. И объяснить себе, что вы должны гордиться он собой. не любит. Он вас невероятно все не любит. Даже дело не в том, любит он вас или не любит, а можно накидать кучу причин. Он вас не любит, он слабый человек, но любит. А дети еще не вышли на пенсию, жена тяжело болеет, и вам это все интересно вообще? Нет. Нет, вам знаете, что интересно? Что если любишь, будь со мной, правильно? Не будь женатым. Все. Да.
То есть вы немножко растерялись от собственной смелости и борзости, правильно? Ну, я, в принципе, так живу, да. Но если вы будете всегда так делать, то рано или поздно вы таким человеком и станете, и даже не будете сожалеть. Почему? Я говорил об этом тоже на лекциях. Конечно, человек может влюбиться в женатого, да? Все живые люди. Да. Но дальше он говорит: старик, я тебя люблю, как родного. Ты когда разведешься, звони. Но не тяни с этим. Потому что я тоже хочу иметь семью. Вот это самое здоровое отношение. Вы можете плакать, можете биться головой об стену, но вы это сделали. Вы молодец в этом смысле. И здесь есть еще одна для вас ободряющая тема. У меня даже такой слоган был: невротики всегда выбирают отношения, а здоровый выбирает кого? Себя. Конечно, детонька, А себя. таким образом, я так и останусь одна, да? Нет. А, вы что, думаете, что вы только женатые вам нравится, что ли? В этом проблема? Нет, просто до этого мне нравился один парень, который тоже никаких Глухонемой активностей не капитан проявлял. дальнего плавания? Что? А вот это проблема. Вот это уже проблема. Потому что очень может быть, что вы заранее выбираете тех мужчин, с которыми вы по разным причинам не можете быть вместе. Потому что у вас были непростые отношения с родителями. Такое тоже бывает. И вот У тут меня были Ну-ну. непростые отношения с родителями, но я очень много над этим работала, я ходила к психологу. Я сейчас безумно люблю и маму, и папу, и я не знаю, в чем причина. Я уже не знаю, куда копать. Смотрите, вы их можете любить, это не мешает делу, но если у вас есть такой образ, потому что у вас прекрасные родители, ну, например, они всегда работали, вы всегда были, не знаю, там, в саду, в интернете, где угодно, вам всегда не хватало, и теперь для вас мужчина — это человек, которого вы любите, но его нет рядом с вами. Ну, по разным причинам. Женат, не может, как я уже сказал, глухонемой капитан дальнего плавания и так далее. Вот если проблема в этом, то вы должны взять еще раз психолога и добить эту проблему до конца, чтобы вы все-таки влюблялись в тех мужчин, которые могут, как говорили раньше, составить вам счастье. Друзья мои, что я хочу сказать в конце программы? Что действительно трудно подготовиться к расставанию, как невозможно подготовиться к смерти. Но если вы все-таки, вот как Аля сейчас рассказала, будете вот таким человеком, который как бы не любил, всегда выберет себя, а не отношения. Она любит, она же не говорит ему нет. Она говорит: ну ты когда будешь свободна, я вся ваша. Вот если вы будете так себя вести, почему-то у нас сегодня одни женщины, хотя у нас был один мужчина, да, один, по-моему, звонок был. Вот. Я к мужчинам обращаюсь, и к женщинам. Если вам не нравится, как себя с вами ведут ваши, так сказать, близкие, просто выберите всегда себя. Ну, а мы с вами встретимся на следующей неделе. Пока.